Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня мы с вами разберем коррекцию. Эта коррекция сложная и нетипичная для моих клиентов. У меня появилась клиентка, которая я в прошлый раз делала ноготки, и у нее пошли отслойки. Значит, у нее ногтевая пластина необычная, и к ней нужно подобрать свой режим работы такой, чтобы отслоек у нее не было. Первым делом мы снимаем старый материал, снимаем цветное покрытие, убираем стразики. Стразики я убираю острием фрезы. Эта часть фрезы у меня практически нигде не работает, поэтому мне не жалко ее затупить о стразики. Пилочкой дорабатываем снятие материала и убираем отслойки. В этом месте очень внимательно, потому что мы не имеем права оставить вот этот вот кармашек отслоившегося материала на ноготочке, потому что именно в этот кармашек попадет какая-нибудь влага, и в нем начнет развиваться плесень, и у нас получится такой синий-зеленый ноготь. Поэтому очень внимательно убираем все отслойки, чтобы переложить свежим материалом, чтобы возобновить сцепление между ногтевым ложем и свежим материалом. Здесь я пальчиком специально отодвигаю материал, чтобы вам было видно, где же он еще отслоенный. На самом деле камера не показывает, но вживую, когда вы пилите материал, вы прекрасно видите, где он более светлый и где под ним воздух. Поэтому, девочки, очень внимательно в данном этапе. Если есть даже небольшой кармашек, вам его нужно обязательно выпилить. Но пилим мы по материалу, а не по натуральному ногтю, потому что нам нужно спилить материал, но оставить ногтевую пластину в покое. Во время допиливания материала мы себе сидим и думаем, почему же у этой клиентки могли пойти такие отслойки. Ничего я не меняла, база у меня такая же, как и для всех клиентов, материал точно такой же, поэтому эта проблема не в материале, а в руках клиентки. В чем же может быть проблема? Смотрите, девочки, первая проблема может быть все-таки в недочищенном птериге, как я вам говорила во всех своих роликах. Бывает такое, что чешуйки птеригия растут вместе с ноготочком, они не остаются вот такой вот пленочкой в районе кутикулы, а растут по всей ногтевой пластине. И если их плохо зачистить, то это может быть причиной отслоек. Поэтому первым делом при зачищении птеригия, в данном случае я прохожусь не только в районе кутикулы, но и по самой отросшей ногтевой пластине. Ну и вторая причина отслоек – это, возможно, влажность ручек, поэтому я пробегаюсь праймером в данном случае в 2 слоя. Здесь у меня получилась довольно веселая такая вот ситуация. Клиентка лазером выводит пигментные пятна на ручках, поэтому для того, чтобы ультрафиолетом не стимулировать появление пигментных пятен, с которыми она сейчас в данный момент борется, она решила делать коррекцию в перчатках. Так что у нас веселая зимняя коррекция в варежках. Собственно говоря, это мне в работе никоим образом не мешает. Главное, чтобы клиентка была аккуратненькая и не нацепляла ворсинки от варежек в непросушенный материал. Но за этим мы с ней внимательно следили, и такой вариант тоже возможен.
Выкладываю материал, и на этих ручках я оставляю в районе кутикулы и боковых валиков чуть-чуть больше, чем 1 мм. Лучше я не буду к коже подпихивать материал, чтобы он опять же не отслоился. То есть в данном случае с отслойками я борюсь в 3 этапа. Я хорошенечко прочистила птериги, я пробежалась праймером 2 раза, я не докладываю материал в зоне кутикулы, и посмотрим через недельку, вернее через 3 недельки, когда клиентка придет на следующую коррекцию, помогло ли это или нет. Если не поможет, будем придумывать еще пути, по которым можно пойти, чтобы с этим побороться. После того, как мы хорошенечко просушили материал, переходим к опилу. Опять же, очень внимательно запиливаемся со стороны кутикулы и боковых валиков, потому что еще одна очень распространенная причина для отслоения материала – это плохо опиленный материал. Фрезером поправляем внутреннюю арочку, опять же доворачивая те ноготочки, которые у нас растут не совсем ровненько. Вот такой вариант сложной коррекции нарощенных ногтей у нас получился. В следующий раз мы посмотрим, что же у нас будет в итоге и помогут ли все наши манипуляции. А дизайн на этих ручках вы увидите завтра, поэтому продолжение следует. Обязательно подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.